Всем привет! На самом деле, животные очень преданные и любящие существа, чувства которых намного сильнее, чем вы можете себе представить. Поэтому они также не могут сдержать своих эмоций, когда встречаются со своими хозяевами, которых не видели долгое время. И в сегодняшнем ролике вы увидите самые душевные воссоединения между человеком и животными. После того, как птицу бросила стая из-за ее недомогания, этот мужчина помог ей встать на ноги и полностью окрепнуть, после чего отдал ее в зоопарк к своим сородичам. И когда он пришел ее навестить, то птичка сразу же узнала своего спасителя. Этого пса по кличке Чейз украли у хозяина, когда тот был в командировке, и попросил своего знакомого присмотреть за ним. И чтобы найти своего лучшего друга, он потратил очень много времени и сил. Но поиски оказались не напрасными, и спустя 2 года ему все-таки удалось найти Чейза. А эта история действительно доказывает, что дикими животными движут не только инстинкты. В 1969 году, когда была легализована продажа диких зверей, эти ребята купили маленького львенка в магазине домашних животных, чтобы выпустить его на волю. Но чтобы львенок не пропал в дикой среде, им пришлось вырастить его у себя дома. И когда паре удалось вернуть зверя в естественную среду обитания, они решили его навестить спустя 2 года. Память у слонов развита намного лучше, чем у других животных, и когда он увидел парня, который помог ему больше года назад, то с радостью побежал к нему, чтобы с ним поздороваться. А вот еще одна собачка, которая не видела свою хозяйку почти 4 месяца. Но не только собаки и кошки могут встречать вас с работы. Эта игуана каждый день рада видеть своего хозяина, когда тот возвращается домой. А вот еще одна очень впечатляющая история. Этого пингвина зовут Джинджинг, и каждый год он проплывает около 8000 километров, чтобы увидеться с человеком, который спас ему жизнь. В 2011 году бразилец по имени Жуан Перейра нашел умирающего пингвина на берегу моря и забрал его домой. В течение года мужчина ухаживал за ним и кормил его рыбой каждый день. И когда птица оправилась, то снова уплыла в море к своим сородичам. Но через несколько месяцев Джинджинг снова вернулся, и каждый год в июле месяце он оставляет свою стаю и приплывает к своему другу, с которым живет почти полгода. На самом деле, акулы также обладают удивительными интеллектуальными способностями. После того, как этот дайвер вытащил из акулы крючок, ему удалось с ней подружиться, и практически каждый день он виделся с ней под водой. Но из-за ограничений во время пандемии он перестал ее навещать, и только спустя год, когда он вновь смог погрузиться под воду, парень удивился, что акула его не забыла и была рада вновь увидеть своего друга. Оператор этого видео постоянно ходил в парк и подкармливал гусей, но по стечению обстоятельств у него долгое время не получалось этого делать, и когда он вновь пришел в парк, то гуси сразу же его узнали и потребовали объяснить, почему он так долго не приходил. Из-за слишком долгой разлуки эта собака поначалу не узнала свою хозяйку и даже ее испугалась, но когда услышала родной голос, то сразу же вспомнила свою подругу. Now he knows you. Now he knows you. I told you he's gonna attack you. Женщина нашла эту птичку в траве, когда та была еще совсем птенцом, а затем вырастила ее у себя дома и выпустила на улицу. Но она решила не улетать далеко от своей подруги и поселилась на дереве рядом с домом, чтобы видеться с ней каждый день. Из-за разлуки с сородичами этот лев впал в сильную депрессию и отказывался даже от еды. Но, к счастью, эта девушка решила помочь льву вылечить недуг и стать ему настоящим другом.
Этот попугай вылетел в окно, и хозяин в течение нескольких дней не мог его найти. Но благодаря этому парню, который нашел его у себя в гараже, он вновь смог вернуться к своему владельцу. А этот стервятник прилетел на ферму, чтобы повидаться с парнем, который помог ему вылечить его сломанную ногу. А на этих кадрах можно увидеть 25 лет дружбы азиатского овцеголового губана и дайвера, который его когда-то спас. Парень потерял свою собаку и искал ее на протяжении нескольких месяцев, но ему все же удалось найти своего друга. Dungis na aso ko. Hello? Ang bantot-bantot pa. Ha? Bakit ka nandito? Этот мужчина практически каждый день проводит время с медведем в зоопарке, которого спас, когда тот был еще медвежонком. Парень спас львицу из цирка, когда она была еще совсем маленькой, а затем вырастил ее и отдал в спасательную организацию, чтобы о ней позаботились должным образом. И когда он пришел ее навестить в заповедник, то львица сразу же вспомнила своего друга и была счастлива как никогда. Когда владельцы этого пса положили в больницу, он каждый день приходил к дверям клиники и ждал, когда выпишут хозяина. На первый взгляд может показаться, что этой девушке нужна помощь, но на самом деле она встретилась со своим другом, которого растила с самого детства, а затем выпустила в дикую природу. Пишите в комментариях, какие моменты вас затронули больше всего, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.